Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Обратите внимание на их руки. Девятое место. Если кто-нибудь спросит вас, что значит любить глазами, просто покажите ему это видео. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Этот момент обсуждается прямо сейчас». У Чангука потекли слезы, когда он прощался с Тэхёном. Они не могут жить друг без друга. Что случилось? Своими действиями Вигу кричат, что они гораздо больше, чем друзья. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? У него такой взгляд, что Тэхён предпочитает не рисковать. Седьмое место. Им было так важно быть рядом в этот момент. Шестое место. Поведение пары. Любовь – это разбираться с любой мелочью, которая его беспокоит. А я напоминаю, что Чангук – это тот тип бойфренда-миллионера, который прилетит на другой конец света просто потому, что вы соскучились. Правда, для этого вам надо быть Ким Тэхёном. Пятое место. Чангук решил шлепнуть Тэхёна по попке, пока никто не видит. Четвертое место. Забота. Ким Тэхён – самый джентльменский мужчина в мире со своими нежными прикосновениями. Он такой заботливый и милый парень. Третье место. Новости. В настоящее время Тэхён является лидером по поисковым критериям American Magazine в Google по всему миру. Количество поисковых запросов Hype Quotation выросло на 2700%. Он также достиг пика в 100% в мировых и американских трендах Google. А помните тот день, когда Чангук впервые появился с пирсингом? Мы еще гадали всем фандомам, обманка это или нет.
На территории выставки Чангука в Лос-Анджелесе действует кафе под названием Smoking Tiger. Эта сеть корейских кофеен распространена в Штатах, имеет свой мерч и слоган «Когда тигры раньше курили». Фанатка, которая побывала на выставке, делится восторженными отзывами о выставке и говорит, что это небольшое кафе, являющееся частью выставки, находится после основной части с экспонатами напротив шопа с мерчем Golden. В кафе представлены специальные напитки, как, например, латте с банановым молоком. Также внутри кафе есть любопытная вывеска с надписью «Я тигр, а не медведь». Фанатка считает, что Чангук является организатором таких символичных деталей, как напоминание о его Тэхёне. Как бы то ни было, интересное совпадение. Тэхён буквально всегда. И еще один автограф от Чангука. Чунбин, прощай и живи счастливо там, а кулинарный Аджоси остался здесь, иди. Он называет себя кулинарным Аджоси. Культовые эры Тэхёна. Анонсирован выход книги о Чангуке 10 июня 2025 года. Краткий обзор содержания книги. Почувствуйте величие Чангука, уникального таланта своего поколения, который находится в сердце группы BTS, в этом увлекательном исследовании сил, которые сделали его мировой иконой. Чангук – одна из крупнейших звезд в мире. Его первый альбом «Golden» разошелся тиражом более 2 миллионов копий в день выхода и держался в чарте Billboard 224 недели подряд. Как юному вундеркинду из Южной Кореи удалось войти в историю музыки? Книга представляет собой калейдоскопическое исследование факторов, которые превратили Чангука в ту триумфальную личность, которой он является сегодня. Книга не только рассказывает о его скромном начале пути в Пусане и головокружительном восхождении к славе. Она представляет собой живое повествование, помещающее Чангука в более широкий культурный и исторический контекст, проливая свет на внутренние механизмы кей-поп-индустрии, интернет-культуры, фанатского сообщества, АПМу и многого другого. Мы узнаем, что безжалостная трудоэтика Чангука отражает корейскую культуру и ее стремление к совершенству, что его стиль танца связывает его с наследием Майкла Джексона. И что король аншлагов обладает уникальной визуальной привлекательностью, соответствующей высоким корейским стандартам красоты, но при этом подрывающей их благодаря его неординарным пирсингам и татуировкам. Успех Чангука не является случайностью. Талант и тренировки, прямые трансляции и привлекательная внешность, глобализация и удачное время – все это сыграло свою роль в становлении Чангука, золотого Макне, южнокорейской поп-звезды, преодолевший все препятствия и изменивший статус-кво. Эта книга – возвышенная дань уважения певцу, интересная как для его поклонников, так и для тех, кто интересуется этим жанром. Моника Ким создала выдающееся произведение, наполненное яркими деталями, которое помогает понять мир музыкальной иконы, завоевавшего преданность миллионов поклонников по всему миру. Чангук в обтягивающей одежде.
Комментарии пользователей сети на платформе Теку о взаимодействии Тэхёна с сослуживцами. Его работа – просто айдол, но как личность Ким Тэхён, похоже, создал настоящий дух товарищества в армии. Он плакал, когда его старшего по званию братишку уволили из армии. Он плакал, когда его старшего по званию братишку уволили из армии. У него действительно светлая и добрая личность. Почему я плачу? Мне не нравится хайп, но Тэхён кажется хорошим человеком. На самом деле, все в нем мой идеальный тип. Он идеален. Кажется, что Тэхён серьезно прислушивается к тому, что говорят другие. Это нелегко сделать. Тэхён – настоящий взрослый человек. Он ценит отношения и искренне относится к людям. Люди вокруг Тэхёна почти всегда отзываются о нем одинаково. Тэхён плакал? Это же так мило. Он кажется добрым, теплым и честным человеком. Даже лицо у него красивое, поэтому он мне очень нравится. Ах, я правда плакала. Почему я такая? Хоть я и не фанатка Тэхёна, я плакала, и мое сердце буквально согрелось, когда я это прочитала. О боже, это был чужой рассказ, но он был таким красивым, что я сохранила его, даже не заметив этого. Удивительно видеть, как Тэхён открывает свое сердце людям, несмотря на свое положение. Если бы я была Тэхёном, я бы была максимально осторожна и жила в режиме «я никому не доверяю», но он все еще как мальчик. И удивительно, что он повзрослел, сохранив при этом режим «мне нравятся люди». Просто Чангук, вкусно кушающий сладости. Крупный фан-аккаунт BTS опубликовал в Твиттере подробный обзор, обновление на сложившуюся вокруг хайп и BTS ситуацию. Отчет хайп представляет собой стандартный документ по исследованию рынка, составленный, как это делают все крупные компании. Даже большая тройка из сферы развлечений, который подготовится для анализа репутации бренда и управления репутацией в сети, WORM, для своих лейблов и артистов. Этот отчет хайп представляет собой простую компиляцию комментариев и отзывов пользователей сети о хайп и всех артистах под его лейблами. Прямое отражение того, что написано в сети, без какой-либо редакционной обработки хайп. Это просто дословный набор того, что было написано в сети в свободном доступе. Представители правительства, ведущие себя как невежественные и раздражительные хулиганы, оторванные от реального мира, также не делают себе одолжения. Если они продолжат проявлять некомпетентность или вероломство, им следует помнить, что их работа будет под угрозой, когда снова наступит избирательный сезон. Эти представители, недавно избранные в апреле 2024 года, похоже, много брецают оружием, пытаясь оправдать свои места. Но их нынешнее поведение говорит о том, что им нужно доказать больше, чем они хотели бы признать. Мин Хи Джин и ее команда, включая всех этих теневых журналистов, работали сверхурочно, чтобы исказить этот отчет, чтобы представить хайп в негативном свете, стремясь создать впечатление, что хайп унижает своих собственных артистов. Цель состоит в том, чтобы манипулировать общественным мнением против хайп и его артистов, создавая ложную историю о большом и плохом. PR-стратегия включает в себя подстрекательство пользователей сети, искажение заявлений в отчете, чтобы создать впечатление, что хайп сама нападает на своих собственных артистов. Цель – разжечь негативную реакцию, подтолкнуть к бойкоту и подорвать авторитет хайп во всей отрасли. Чтобы противостоять этой дезинформации, хайп опубликовал весь отчет публично, чтобы прояснить его содержание и остановить распространение лжи. Однако PR-машина Мин Хи Джин продолжает заявлять об утечках, чтобы продолжать подпитывать историю о секретности и предполагаемых правонарушениях со стороны хайп. Честно говоря, единственной серьезной ошибкой со стороны хайп, насколько можно судить, было найм Мин Хи Джин. Но что сделано, то сделано.
Нам нужно работать над минимизацией ущерба, который Мингара Хелспан продолжает пытаться нанести. Целенаправленные атаки на отдельных участников BTS – это явные попытки дестабилизировать армию. Но нам нужно оставаться сильными и приземленными в нашей цели – поддерживать всех семерых. В отличие от антифанатов, которые склонны распространять сенсационную, разобщающую риторику, настоящие фанаты построены на единстве и стойкости. Тактика очевидна – изолировать каждого участника по одному от его базы поддержки. Сначала это был Юнги, затем Намджун и Чимин, затем Чангук, а теперь и Тэхён. Мы, скорее всего, вскоре перейдем к другому участнику, когда и это не сработает. Это рассчитанный цикл, но каждый раз армия твердо стоят на своем и поддерживают ребят. Итак, давайте продолжим делать именно это. Примерно за 8 месяцев до полного воссоединения BTS эти попытки разделить нас продолжат усиливаться. Нападки на членов семей участников также растут в этой клеветнической кампании. Армии нужно оставаться приземленными, избегать сенсационности и придерживаться фактов. Самое главное – продолжайте доверять BTS. Слухи о бойкоте индустрии артистов, хайп беспочвенны и в значительной степени продвигаются пиар-командой Минхиджин, распространяемой через ненадежные источники, такие как ГБУ, Панакота и Пинкбалшит. Безмозглые люди продвигают эти заявления. Помните, слухи создаются ненавистниками, распространяются дураками и принимаются идиотами. На самом деле артисты хайп продолжают доминировать в топовых опросах популярности, чартах продаж и глобальном влиянии, не только в Корее, но и во всем мире. Если телеканалы хотят международной аудитории, им нужны артисты хайп. Идея бойкота смехотворна, потому что артисты под лейблами хайп привлекают огромное мировое внимание, с каналами YouTube и видео, которые часто превосходят внутренние корейские программы. Так кто же на самом деле кому нужен в этой ситуации? Если вы заметили, то денежные рынки тоже не верят в слухи. По мере приближения воссоединения BTS в 2025 году акции Hype продолжают неуклонно расти, показывая веру финансового мира в будущее Hype и неисчезающее влияние BTS. Я откладывал написание всего этого, в основном потому, что так много всего разворачивалось с молниеносной скоростью. Но я чувствовал, что пришло время разобраться с некоторыми неурядицами на временной шкале. Будущее будет в порядке, армии, не волнуйтесь. Этот Чангук делает больно. Выбирай своего бойца. Привлекательные привычки Тэхёна. Выбирай бойца. Версия с Чангуком.
Привлекательные привычки Чангука. Кудрявые волосы Тэхёна — это моя Римская империя. Чангук такой Чангук. Йонтон со своими отцами. Король двойственности. Бам со своими отцами. Чангук с длинными волосами. Этот вайб Чангука. Какого черта происходит, Чангук? Это их привычка, потребность постоянно касаться друг друга.
Большое сердечко от Тэхёна для хорошего дня. Его подпись. Такие взгляды говорят все за них. Моя Римская империя. Учимся непосредственности, ведь молодость не вечна. Сколько чувств в этом взгляде, я умираю. Он не может сделать что-либо не так. Второе место. Это так интимно. Их бедра в этот момент друг к другу ближе всего на свете. Реакция Чангука на Тэхёна. Первое место. Чангук такой очевидный. Он так очарован Тэхёном. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,